Всем привет! При выборе фена в первую очередь необходимо обратить внимание на кнопки переключения режимов. Очень часто они неудобно нажимаются, в данном случае у меня фен Bosch, и видно, что они вообще практически перестали работать. Это была серьезная проблема, и при его использовании фена его просто включаешь в розетку, он работает, выключаешь, и он не работает. То есть кнопки свою функциональность потеряли. Поэтому очень серьезно на это стоит обратить внимание. И тяжеловато их нажимать только лицом к себе. В данном случае я бы, конечно, предпочел, если бы сейчас выбирал кнопки клавишного типа, как на первой картинке с Philips. Далее приступаю к ремонту фена из первого видео, меняю эту кнопку. Купил два переключателя вот такого клавишного типа, но они оказались бракованные. Сейчас сопротивление на отремонтированном с бумажным скотчем было 0 Ом, а на неисправном еще 3 Ома. То есть его потом тоже придется восстанавливать. Был небольшой там заводской дефект. Далее я нагреваю механизм переключения режимов в фене с помощью уже паяльного фена, чтобы легко его отщелкнуть. Там достаточно тугой пластик, чтобы его уже не ломать. Я его подогреваю и кнопку управления отщелкиваю. Далее примеряю уже купленный переключатель. Он оказывается немножко меньше по размеру. Поэтому я с помощью специального инструмента, напильник, это отверстие увеличиваю в размерах, стачивая пластмассу. Попутно, конечно, примеряю кнопку, чтобы она подходила размером. Зачищаю кромки от остатков ненужного пластика. И уже устанавливаю новую отремонтированную кнопку. К сожалению, там был небольшой брак, неровные пятачки контактов, поэтому пришлось их полировать до меди. Отпаиваю с неисправной кнопки диод, который будет установлен на первый более слабый режим. Он будет убирать половину синусоиды, которая идет в сети, тем самым уменьшать мощность фена. Полярность его не важна, какой он будет становиться. Сейчас я запаиваю на центральный вывод приходящий сетевой провод, и он уже будет переключаться между режимами. Диод я буду запаивать снизу. Это будет первый режим, который в выключателе нажимается сверху. Также все изолирую в термокембрике. Все стараюсь сделать аккуратно. Укладываю, тоже смотрю провода, чтобы они нигде не переламывались и не мешали друг другу. И собираю фен. Смотрю, чтобы все установилось ровно. Защелкиваю, проверяю тоже и закручиваю. Далее подключаю фен уже к сети и проверяю, как работают все режимы. Все хорошо работает. Кнопка тоже хорошо отрабатывает. Так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.